Робороck Q8 Max Pro обзавелся новой системой распутывания волос. Торцевая щетка приехала прямиком с Q-Revo Curve. Теперь она двухлучевая и всегда остается чистой, но кроме этого изменили конструкцию раструба. У старого Q8 Max здесь находился блок с двумя валиками, а у профессиональной версии раструб с турбощеткой и зубчиками возле воздуховода. Сила всасывания возросла, заявлено 10 тысяч паскаль, а влажную уборку усовершенствовали. Теперь швабра поднимается на коврах. На бумаге Q8 Max Pro выглядит интересно, особенно учитывая ценник до 25 тысяч рублей. Но эффективна ли такая система распутывания волос? Насколько мощнее стал робот в действительности и как это отражается на качестве уборки? Разберемся только в фирменном обзоре Best Robot. Для начала заглянем в красивую коробку с цветным изображением пылесоса. Внутри нас ждет робот-пылесос, с которым мы познакомимся позже, вертикально ориентированная док-станция, адаптер с евровилкой, подложка под швабру, чтобы не испортила ламинат, книжечка-инструкция на русском языке, краткое руководство по обслуживанию. Комплектация, как всегда, минимальна. Ни одного запасного аксессуара в коробке нет, но в скором времени они должны появиться на маркетплейсах. В характеристиках самое примечательное – сила всасывания. Она возросла почти вдвое по сравнению с предшественником. Ценник весьма привлекательный, особенно как для новинки. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажа и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Если робота не переворачивать, он мало чем отличается от предыдущего Q8 Max. Такой же кругляш высотой 97 мм с прямоугольным окошком в бампере. Лидар с датчиком давления. Перед ним две кнопки – пуск и домой. Кстати, EOS-версия, как на обзоре, говорит на русском языке из коробки. Начинается построение карты. Лицевая панель полностью снимается. Она глянцевая, но, к счастью, белая. Владельцам черного пылесоса можно посочувствовать. Под панелью находим QR-код, разъем для обслуживания и большой контейнер. HEPA-фильтр размещается вверху, чтобы меньше забивался пылью. Под ним большое отделение для мусора объемом 500 мл. Клапан во впускном отверстии в наличии. Опустошать пылесборник можно через заднюю стенку. В смежном отсеке резервуар для воды объемом 270 мл. Горловина большая, удобная. Во фронтальном окне привычная камера структурированного света. Боковых датчиков нет. На корме приемник сигнала базы, клеммы и выпускная решетка. Если робота перевернуть, отличия от предшественника становятся очевидными. Фирменный блок на двух подвесах заменили на фиксированный раструб, у которого плавает только скребок. Качество адаптации к полу при такой конструкции снизится. Зачем инженеры пошли на такое решение, неясно. Вместо двух валиков теперь турбощетка с лепестками и щетиной. Она будет лучше собирать волосы с ковра, но может наматывать их на себя, что может быть особенно неприятно с учетом несъемных торцов. Видимо, производитель рассчитывает, что мохнатые кольца на концах щетки будут снижать объем наматывающихся волос. Дополнительно в раструбе предусмотрели зубчики, но они короткие. Удастся ли им распутывать щетку – большой вопрос. Вторая инновация. Двухлучевая торцевая щетка с защитой от наматывания волос. Она прилетела прямиком с Q-Revo Curve, но сможет ли эффективно работать без выдвижного механизма, тоже не ясно. Швабру модернизировали. Теперь у нее появился подъемный механизм, работающий в тандеме с датчиком обнаружения ковра. Высота подъема составляет 8 мм. Салфетка качественная, но тонкая. Устанавливается в паз и на липучки. Под ней единственное сопло для подачи воды. Хватит ли его, чтобы смочить всю микрофибру, выясним в процессе тестов. Для управления понадобится приложение Робороck. Нажимаем «Добавить устройство», сканируем QR-код, зажимаем кнопки, следуем подсказкам на экране, ждем загрузки плагина. Карту пылесос составил быстро, разметил квартиру на комнаты, предметы не распознал, поскольку такой функции у этой модели нет. Полный список возможностей приложения на экране. Изучайте в стоп-кадре. Отдельно расскажу только об особенностях. В приложении есть редактор ковров, в котором можно уточнить их положение, чтобы алгоритм работы с ними срабатывал более четко. Также есть зоны с порогами, чтобы робот знал, где нужно приложить усилия. Если на карте появилось зазеркалье, от него можно избавиться с помощью опции «Удалить». Нужно выделить зону на карте и нажать соответствующую кнопку. Для любого типа уборки можно выбирать плотность проходов, без учета пристенных участков, стандартные зигзаги и уборка плотными зигзагами для максимального качества.
Параметры работы настраиваются для каждой комнаты персонально. Есть различные алгоритмы работы с коврами. Проверим их позже. Пылесос полностью русифицирован, проблем с переводом не обнаружено. Все необходимые функции в наличии. Единственный минус – нет обхода кромок. Крутить корпусом у стены пылесос не умеет, хотя на программном уровне реализовать эту функцию ничего не мешает. Переходим к испытаниям на местности и проверяем обход предметов. Первым делом робот заметил белый горшок и обмел его практически без касания. Затем отмерил расстояние и зачистил полосу в промежутке между горшком и весами. При маневрировании в обратную сторону задел черный горшок, но пока что проехал мимо и решил убрать вокруг сюрприза вашего Бетховена. С этой задачей справился успешно. При повторном знакомстве горшок черного цвета удалось аккуратно обмести. Кроссовку вроде бы заметил, но зацепил и поехал к носку. После легкого касания начал объезжать, но границы определил неточно и в итоге наехал. Носки должны лежать в шкафу. После возвращения к обуви четко оценил ее габариты и смог объехать. Затем подопытный успешно протиснулся в промежуток между препятствиями, начал объезжать сетевой фильтр и задел весы. Они роботу не понравились, поэтому он разогнался и переехал их. Видимо, в его глазах это просто порожек, который нужно преодолеть. Сюрприз от Рыжика не увидел, как и зарядку от телефона. Часть объектов отобразилась на карте в виде конусов, остальные ножками мебели или никак. К примеру, там, где стоят весы, наблюдаем красивые зигзаги и ничего более. Дополнительно я провел тесты с зеркалом, которое пылесос не идентифицирует. Строит зазеркалье и пытается проехать внутрь. С большой игрушкой ее удалось объехать, причем относительно аккуратно, и с размотанным проводом тут, естественно, возникла проблема. Такие объекты нужно с пола убирать. В целом, камера структурированного света показала себя ожидаемо. Замечает только крупные объекты, мелочевку не видит. Зато она работает независимо от освещенности. Результаты в темноте такие же, как в освещенном помещении. После запуска уборки в комнате робот проходит вдоль плинтусов. Без бокового датчика он испытывает сложности. Движение по прямой линии чередуется с затыками на некоторых участках. Сушилку увидел и притормозил, но через трубки все равно решил переехать. Хотя бы не застрял, уже хорошо. Скошенные ножки штатива обнаружил только после столкновения, но оно было мягким и не привело к каким-либо последствиям. Черные или белые ножки обходит аккуратно, независимо от их диаметра. Красивые танцевальные обходы – воплощение грации. Но хромированные ножки дезориентируют робота. Он их не любит, хотя и обметает в конечном итоге. С заходом под мебель проблем не возникло. В 10-сантиметровый проем Max Pro заезжает свободно, фронтальные датчики не проявляют излишней активности. Для ковров у робота припасено несколько алгоритмов. Может объезжать их по кромке. Если заранее обозначите ковер в редакторе, сделает это без малейших проволочек. Может поднимать салфетку на 8 мм, чтобы она не касалась поверхности мягкого покрытия. Но для мохнатого ковра этого недостаточно. Кстати, автоматическое повышение мощности, которое здесь назвали интенсивной очисткой ковров, тоже работает корректно. Кроме того, Max Pro может игнорировать ковер и, как ни в чем не бывало, вытирать его влажной салфеткой. Цвет покрытия на поведение робота не влияет. По темному коврику он уверенно катается в любых направлениях. При этом со стола не падает. Датчики поверхности срабатывают своевременно. С проходимостью порога все в порядке. Планку высотой 15 и 20 мм подопытный взял с первой же попытки с установленной шваброй. Вездеходность хорошая. Уборка в доме тоже прошла по плану. Робот заехал в каждую комнату, не оставил необработанных участков и, самое главное, не помешал коту заточить коготочки. В максимальном режиме заряда батареи хватило на 94 минуты, за которые пылесос убрал 95 квадратов. Ну а для обладателей солидных особняков предусмотрено возобновление уборки после подзарядки. Катаясь по квартире, Max Pro собрал кучу волос и шерсти, крошек и прочей мелочевки. Щетка, на удивление, чистая. Намотавшиеся волосы отсутствуют. Неужели мини-зубчики работают? Проверим этот момент по ходу тестов. Уровень шума у этой модели сравнительно низкий. В тихом режиме до 52 дБ. На максималках в пределах 60-63 дБ. До уровня QREV пылесос, конечно, не дотягивает, но все равно работает тише большинства конкурентов. Со снижением мощности это не связано, ведь в характеристиках заявлено аж 10 тысяч паскаль. Но как обстоят дела на практике? Max Pro долго катается по щелевому стенду, несколько раз проходит его вдоль и поперек. Вот что удалось показать в итоге. 2-миллиметровую щель зачистил практически сплошную.
4 мм тоже очень качественно, длинными полосами. 6 мм вытянул в 2 точках, здесь качество резко падает. 8 мм пропустил, сплошная чернота. А вот 10 мм достал в одной точке. Уменьшение площади раструба положительно отразилось на всасывающих способностях пылесоса. Остается проверить, как это будет работать в сочетании с фиксированным раструбом. Мусор на ламинате пылесос убирает по классическому алгоритму. Сначала по периметру, затем зигзагами. Постоянные остановки при движении у плинтуса не мешают, а скорее даже помогают убирать вдоль стены. Оцените качество уборки вдоль борта с первого прохода. Правда, при движении зигзагами он снова накидал сюда соринок, но потом попытался это исправить. В целом, стенд выглядит чистым, за исключением стыков, угловых зон и отдельных соринок на периферии. Хороший, хотя и не выдающийся результат. В углах результат далек от идеала. За 2 прохода неубранными остались 30 мм, в то время как у аналогов этот показатель варьируется от 15 до 25 мм. Разброса за пределы угловой зоны нет, это плюс. С песком пылесос на первый взгляд справляется неплохо. Уже с первого прохода ламинат становится заметно чище. Но если приглядеться, видно, что в стыках даже после перекрестных зигзагов остаются песчинки. В периферийных зонах тоже есть серьезные недоработки. Несмотря на повышенную мощность, прилегания раструба к полу в этом тесте не хватает. Двухлучевая торцевушка снова уступила трехлучевым аналогам. Песок остается в 35-миллиметровой зоне, а также на участках за пределами 20 см от угла. На ковролине Max Pro сперва поехал по диагонали, определяя местоположение, что будет учтено при начислении баллов. Затем приступил к стандартному алгоритму. Лепестково-щетинистая щетка эффективно чистит середину стенда. Крупного мусора здесь не осталось, лишь единичная мелочевка. Отличный результат. А вот в пристенных зонах торцевушка не доработала. От углов в разные стороны тянутся вереницы соринок. Мохнатый ковер турбощетка прочесала качественно. Она хорошо заметает соринки разного калибра, волосы и шерсть. Пристенные зоны, как и у всех пылесосов, проходивших тесты, остаются замусоренными, а вот центральная выглядит сравнительно чистой. Но только на поверхности. Если взъерошить ворс, сразу можно найти радостно прыгающие крошки и крупу. По итогу Roborock Q8 Max Pro показал хорошие результаты с мусором на ламинате, ковролине и ковре, а вот с песком результат мог быть и получше. После теста в пылесборнике целая куча шерсти и волос средней длины. Но турбощетка практически чистая. Больше всего волос налипло после мохнатого ковра, и, скорее всего, робот избавится от них в процессе дальнейшей уборки. Так что в целом робороковская система самоочистки оказалась вполне работоспособной. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. Не забываем, что кроме как пылесосить, Max Pro умеет вытирать полы. Причем благодаря подъему салфетки на ковре может делать комплексную уборку с одного запуска. Следует заметить, что интенсивность смачивания по сравнению с предшественником снизили. У старого Q8 Max она достигала рекордных 14 мл на квадратный метр, в то время как у Max Pro она составляет 5 мл на квадратный метр. Во время быстрого режима пылесос не проходит вдоль стены, поэтому справляется быстрее, чем в стандартном. А в тщательном моет плотными зигзагами, из-за чего скорость работы снижается. В этом режиме и будем проводить тесты. Постараемся выжать из робота максимум. Для начала отправляем Max Pro на кофейные пятна. Салфетку не смачиваем, посмотрим, как он справится сам. Минуты полторы подопытный откатал в сухую, затем начал что-то оттирать, но даже за 3 минуты салфетка так и не промокла. Одной форсунки для равномерного смачивания явно не хватает. За 4 прохода центральную зону стенда удалось отмыть, но разводы еще остаются. Особенно критичная ситуация вдоль стены. Пятна на периферии робот начал отмывать лишь после того, как я смочил края салфетки вручную. И то не могу сказать, что результат идеальный. После 6 проходов у стены остались недомытыми 6,5 см. В углах 10 сантиметров. Из плюсов могу отметить, что салфетка работает всей площадью, прижим равномерный. Пятна сока пылесос поехал отмывать заранее смоченной салфеткой. Различия в качестве мытья видны невооруженным глазом. Несмотря на то, что сок более сложное загрязнение, чем кофе, Max Pro убрал его с первой же попытки. Дополнительный проход понадобился только для улучшения результата вдоль стены. В итоге недомыл 5,5 см у плинтусов и 9 в углах. Швабра прилегает плотно. Можно провести экстремальный тест с грязью.
С первого запуска в режиме комплексной уборки Max Pro собрал со стенда большую часть земляных комков, остальное равномерно размазал по поверхности. Микрофибра почернела и забилась землей. После стирки в раковине запускаю уборку еще раз. Швабра собирает коричневый налет, на поверхности появляются белые прогалины, но полосы и разводы еще отчетливо видны. Снова стираю салфетку и запускаю пылесос. Коричневый налет исчезает под шваброй. Стенд уже практически чистый, но перфекционисты делают еще один запуск. По меркам среднего сегмента Roborock Q8 Max Pro показал неплохое, хотя и не выдающееся качество влажной уборки. Но салфетку нужно смачивать вручную перед каждым запуском. Подведем итоги. Эксперимент с модернизацией хитового Q8 Max оказался неоднозначным. В некоторых аспектах прошка стала лучше, в других уступает предшественнику. Система распутывания волос действительно работает. Трубощетка хорошо собирает шерсть с тонкого ковра и избавляется от нее в процессе вращения. Торцевая щетка тоже не нуждается в обслуживании. Q8 Max Pro стал существенно мощнее. Он сможет вытянуть пыль из собачьего коврика. Но из-за фиксированного раструба качество сухой уборки немного просело. Особенно это касается песка в периферийных зонах, где двухлучевая торцевушка не дорабатывает. Благодаря швабре с подъемным механизмом робот может сделать комплексную уборку с одного запуска, но интенсивность и равномерность смачивания снизились, что отразилось на качестве протирки пола. По системе оценки Best Robot Roborock Q8 Max Pro набрал 76 баллов и занял 7-е место в рейтинге роботов без самоочистки. Пылесос будет максимально полезен в домах с тонкими коврами и пушистыми питомцами, причем кошки предпочтительнее собак. Ссылку на телеграм-канал с актуальным рейтингом роботов-пылесосов оставлю в описании. Не забывайте подписаться и поддержать ролик лайком. Всем спасибо за внимание и до новых обзоров!